Инвалид второй группы с онкологией получил год лишения свободы за оскорбление Лукашенко. Суд по этому делу проходил в Хойниках в закрытом режиме по требованию прокурора. Осужденный гомельчанин Алексей Романов принимал участие в предвыборных пикетах Светланы Тихановской, на одном из которых негативно высказался в адрес Лукашенко. На суде мужчина признал, что оскорбил данного гражданина, но президентом его не считает, поскольку он нелегитимен. Отметим, что оскорбления рядовых граждан Беларуси подпадают под действие административного кодекса и наказываются штрафом, а те же действия в отношении силовиков, чиновников и президента отдельно выведены в Уголовный кодекс и караются серьезными сроками лишения свободы. С 2002 года в нашей стране за негативную оценку Лукашенко осудили 6 человек. Военным, арестантам, алкоголикам и фрилансерам теперь придется платить обязательные взносы в Фонд соцзащиты населения. Соответствующий законопроект был принят сегодня Палатой представителей в первом чтении. Судя по всему, представители нелегитимной власти думают, что могут отнять деньги у одних уязвимых слоев населения, чтобы рассчитаться с другими. Напомним, что из фонда выплачиваются пенсии и различные пособия, а пополняют его официально работающие люди. Ранее часть самозанятых белорусов могли платить взносы по собственному желанию ради страхового стажа. Теперь же выплаты становятся обязательными для всех. К работающим плательщикам депутаты отнесли также осужденных, которые отбывают наказание в тюрьмах, а вместе с ними и клиентов ЛТП. Интересно, много ли удастся собрать сидельцев, получающих на промзонах по 3 рубля в месяц? Официальные представители Литвы и Польши намерены не допустить, чтобы энергия с БелАЭС поступила на европейский рынок. Таким образом, соседние государства поддержали выводы Совета ЕС о необходимости полной энергетической изоляции Беларуси. Эту тему, а также политическую ситуацию в нашей стране сегодня обсудили премьер-министры и главы МИД обеих стран. Представители Литвы отметили, что пока ситуация в Беларуси остается напряженной, соседние страны будут и впредь поддерживать гражданское общество в борьбе за демократические ценности. В текущем году белорусы забрали из банков более $1,5 миллиарда и почти 600 миллионов рублей. Массово закрывать свои вклады люди начали еще до президентских выборов, а в августе тенденция только усилилась. В итоге к концу 2020 года отток вкладчиков Нацбанка составил около 10%. Очевидно, что белорусы прекрасно понимают, чем оборачиваются предвыборные заигрывания Лукашенко с электоратом в виде финансовых бонусов. Государственная кубышка стремительно худеет, а держать деньги в банках становится просто небезопасно. Вспомнить хотя бы владельцев счетов, которые подверглись репрессиям и получали помощь от благотворительных фондов. Средства на их картах начали блокировать без предупреждения, якобы по решению Следственного комитета. С таким сценарием может столкнуться любой вкладчик, когда в госбюджете закончатся деньги на зарплаты ОМОНу. Поэтому, забирая вклады, белорусы лишают диктатора этой спасительной возможности. Легенда белорусского тенниса Наталья Зверева продает на аукционе eBay свою первую международную награду с целью помочь репрессированным спортсменам. Речь идет о премии «Новичок года», которую Наталья получила в 1988 году. На данный момент за лот уже предлагают более $2000, и это только начало. В описании лота указано, что все средства от продажи будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает финансовую, правовую и психологическую поддержку спортсменам, пострадавшим в борьбе за свои гражданские права. Стоит отметить, что Наталья Зверева стала обладательницей наибольшего количества титулов в турнирах «Большого шлема». Спортсменка также стала одной из немногих, чьи трофеи выставлены в Международном зале теннисной славы в США. Около 1500 пострадавших, более сотни из них госпитализированы. Таков эффект неблагоприятных погодных условий в Беларуси за минувшие сутки. Этой печальной статистикой обернулось бездействие коммунальных служб. Ведь вместо того, чтобы бороться с последствиями непогоды и выполнять свои прямые обязанности, сотрудники ЖКХ пытаются очистить города от бело-красно-белых цветов. Они скребут лед на водоемах и жгут ленточки, разве что сеансы экзорцизма не устраивают. А итог один – страдают ни в чем не повинные люди, которым в буквальном смысле приходится вставать на коньки.
Польше запустили сбор финансовой помощи для поддержки независимых журналистов Беларуси под названием «Диктатор, который исчезает». Особый интерес представляет сайт инициативы, на главной странице которого можно увидеть портрет Лукашенко в полной амуниции. По словам авторов проекта, каждое пожертвование будет делать диктатора более уязвимым. Из сурового правителя в военной форме он постепенно будет превращаться в грустного усатого пенсионера в майке. Собранные средства пойдут на поддержку жертв политических преследований среди независимых журналистов, а также на обновление аппаратной базы телеканала Белсат. Напомним, что за последние 4 месяца преследованием за свою работу подверглись около 400 журналистов. Сумма полученных ими штрафов составила более 20 тысяч долларов. 3 журналисток до сих пор находятся в СИЗО и признаны политзаключенными. На этом у меня все. Спасибо, что вы остаетесь с нами. За 2 месяца работы Маланки количество подписчиков у нашего канала выросло почти до 36 тысяч. А это значит, что все больше людей имеет возможность узнать о происходящем в Беларуси. А если под этим видео нажать на кнопку «Поделиться» в Facebook, то сегодняшний выпуск в разы увеличит свою аудиторию. Берегите себя и живи Беларусь!